Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая женщина мечтает о вас? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Итак, смотрим, что же проигрывается в вашей жизни сейчас. Вы мужчина очень такой активный. Вы такой, ну, непоседа даже, особенно, может быть, по молодости было, так это вообще вы очень огненный, очень такой ревнивый, можете даже быть огненного знака зодиака. В вашей жизни, ну, не так давно, относительно не так давно, да, у всех по-разному это будет проигрываться, была некая такая разрушительная ситуация, да, вот связанная с женщиной, потому что, ну, женщина, которая вот, она настолько могла вас укращать, да, вот как вот эта женщина дракона укращает, да, вот вы настолько вот кроткие были с ней, несмотря на то, что вы по жизни совершенно другой, с ней вы вот, ну, как будто ручной становились, да, вот из-за своей любви какой-то. Женщина, которая была, ну, просто вот звезда для вас, да, вы все для нее, все в дом, ну, кружили со всех сторон, как могли. Но она как-то вот, ну, не оценила вас абсолютно. Вот она, знаете, вот нападала, как будто нападала на вас по поводу и без повода, выносила мозг вам, да, вот постоянно чем-то она была недовольна. Она могла устраивать скандалы, да, вот просто из мухи слона делать. Ну, такая дама, что и врагу не пожелаешь. Так, давайте-ка посмотрим, что же еще у вас проигрывается. Так. Вот как-то скука, да, вот скука, одиночество, да. Некоторым из вас хочется вот побыть одному. Вот все и все достали, да. Вот как-то вот эта вся суматоха, жизненные проблемы, плюс еще проблемы с женщиной, вообще личной жизни ноль. Как-то оно вас достало, и вы поустали. Вот просто от всего и от всех, да. Вам хочется, знаете, особенно, может быть, последнее время, просто побыть одному, да, кто-то будет какими-то своими делами, хобби заниматься, кто-то просто перед телевизором полежит, да, но вот как-то уединения и какого-то вот спокойствия и покоя, тепла хочется, да, вот домашнего тепла, но как-то вот в одиночестве вам становится комфортно. Вы стали более таким осторожным в жизни. Причем, вот я могу сказать, у вас еще может быть даже, ну, такое вот, знаете, вот есть в характере, что вы отпор дадите любому. Особенно сейчас, вот после того, как вы пережили это разрушение. Если раньше, вот, может, как-то вы старались более тактично, деликатно, то сейчас вы стали, может быть, даже более резкие в высказываниях, вы стали более такой вот, ну, недоверчивый, что ли, вот то ли агрессии больше как-то вот появилась. Ну, такой вот рубаха-парень вы стали, да, вот раньше вы были все-таки помягче. Хотя, в принципе, вы такой вот еще человек, что если вам позвонят, допустим, друзья, там, коллеги, вот кому-то нужна помощь, вы среди ночи сорветесь, вы поедете, вы поможете, да, вы все сделаете. Ну, такой вот вы еще безотказный человек. Так, давайте-ка теперь посмотрим, какая женщина пришла к нам на расклад. Так, женщина такая вот искусительница. Это женщина, вы анализируете, думаете, где вы пересекались. Это могла быть какая-то женщина, знаете, вот с которой вы были либо же в отношениях когда-то. У кого-то это мог быть легкий роман, да, вот даже одноразовый роман такой. Сейчас вы, может быть, даже не общаетесь. Очень такая страстная дама, очень любвеобильная, да, вот. Но вот какой-то период вы можете либо вообще не общаться с ней, либо же это очень редкое общение.
По крайней мере, она точно претендует возобновить с вами вот эти вот какие-то отношения любовные. Но почему-то у нее еще есть страхи. Давайте-ка уточним, почему у нее страхи, чтобы возобновить отношения. Так. У нее страхи, знаете, что у нее ничего не получится. У нее какой-то вот хаос, смятение в душе, да, вот вы не общаетесь, и она, в принципе, знаете, вот она не знает, как вы живете, что у вас в личной жизни. И она вот как будто, знаете, будет прощупывать через каких-то либо общих знакомых, да, ну как-то будет расспрашивать, интересоваться вашей жизнью. Есть ли у вас женщина, нету женщины, но она попытается как-то выйти с вами на контакт, я вам скажу. Это будет не самое ближайшее время, но она все-таки попытается, потому что, знаете, вот она почему-то не может забыть вот эти ваши отношения, которые у вас были, даже если это были одноразовые отношения, но она не может их забыть, я вам скажу. Причем вот эта женщина, да, вот сейчас давайте характеристику ее, она одинокая, у нее сейчас нет ни семьи, ни отношений, то есть она одна. Она сейчас пребывает, ну, в таком вот состоянии грусти, печали, тоски, вот как-то ей, ну, хреноватенько, конечно. Мужчин нет, такого личного счастья нет. И вот она вспоминает вот именно почему-то вас, да, вот она выделила. Давайте-ка уточним, почему она именно вас вспоминает. Вот какие-то были у вас красивые поступки по отношению к ней. Вот даже сродни джентльменским, я бы сказала. Может быть, вы когда вот общались, да, может это даже у кого-то коллега по работе, с кем был служебный роман, да, либо же, я вам еще скажу, либо же это может еще проигрываться не обязательно роман, а ну что-то вот, ну какая-то симпатия, искры между вами летали. Может быть, до самого интима и не дошло, но искры летали, еще так может быть. То есть ей нравятся вот какие-то ваши то ли джентльменские поступки, вот что-то вот такое было, да, может она наблюдала даже со стороны, вот как вы там к людям относитесь, как вы там красиво перед женщинами, да, там дверь откроете, там стульчик подставите и так далее. То есть вот как-то вот вы ее зацепили, я вам могу сказать. Вот зацепили, после этого у нее ну, не было вот мужчин, подобных вам, вот такого плана, да, что вот как джентльмен, там, и красивое ухаживание. Я вам скажу, что вообще мужчины-джентльмены, это, наверное, сейчас редкость большая. Очень многие женщины мечтают, да, когда мужчина будет красиво ухаживать, да, там действительно и дверь откроет, и стульчик подставит, и пальтишко подержит, да, ну, почему-то в теперешнем мире, ну, как-то не часто такое встречается, и многие женщины на это жалуются, к сожалению, да, у мужчин свои претензии к женщинам, у женщин свои, очень этого не хватает, поэтому и вот эта вот женщина как-то вот истосковалась, да, вот за такими вот поступками красивыми, да, вот ей хочется именно каких-то романтических отношений, она вот почему-то считает, что вот именно с вами у нее могут быть романтические такие красивые отношения. Так, давайте-ка посмотрим, будут ли у вас такие отношения. Так. Вот знаете, нет, я не могу сказать, что она своего добьется, нет. Какой-то период, вот у вас может быть еще там роман, да, с этой женщиной, но потом что пойдет не так, что-то пойдет не так, а потом вы встретите просто другую женщину, которая будет вам больше по душе. И вы уже начнете вот как-то то ли увиливать от вот этой дамочки, да. Да, вы можете с ней зароманить, вы можете вспомнить прошлое, там, что у вас было, как закрутить небольшой роман.
но потом вы встретите совершенно другую, да, вот женщину, которая, ну, станет вашей новой вот царицей, императрицей, да, вот это будет скорее блондинка такая вот красивая, ухоженная, может быть даже статусная, но такая вот, она мне почему-то бизнес-леди напоминает. Ну, очень такая классная женщина, причем она очень неожиданно ворвется в вашу жизнь. И у вас станет дилемма, да? Ну, эту дилемму вы очень быстро решите, с кем же остаться, с той, с которой был роман, либо же с этой новой красоткой. Но эта новая красотка настолько вас завлечет, настолько стрелы Амура вас пробьют, ваше сердце, что, я думаю, вы, ну, долго вы не будете раздумывать. Я думаю, вы выбор, в принципе, почти сразу сделаете, потому что вот когда ёкает сердце, то оно ёкает. И здесь уже никакие страсти не помогут, да, даже если вот все было хорошо в интиме, да, вот если какой-то роман был с другой женщиной, но когда появляется та, от которой ты начинаешь не спать ночами, когда ты неровно дышишь, да, когда ты постоянно думаешь о ней, то здесь как бы выбор уже сам по себе, да, происходит. Напишите в комментариях, кстати, можете ли вы так быстро вот выбрать между женщинами, да, вот было ли у вас такое, что вот и одна, и вторая была, может быть, у вас были такие случаи, что вы между двух огней были? Так, и что же, чем же это все закончится для этой дамочки, вот, которая мечтает о вас, которая мечтает быть с вами? Да, это будет, ну, скорее такой небольшой роман, я бы сказала. Либо же недлительные такие отношения, пока не появится вот новая женщина. Она потом, знаете, вот, да, ей будет обидно, ей будет больно, потому что вы, ну, как бы уйдете, да, уйдете. Кто-то по-английски уйдет, как это часто мужчины делают, кто-то поговорит, уйдет, объяснит, что да, вот извини, так и так, да, появилась другая женщина. Ну, то есть у каждого свои методы. Но она, в общем-то, поймет. Она поймет, какой-то период она перестрадает, перегорюет. Да, ей будет больно, обидно поначалу, да, вот. Она как бы возлагала большие надежды на ваши отношения. Но все-таки вот вы выберете ту любовь вот с новой женщиной, с женщиной, которая вот вам именно по душе будет, да, вот не просто вот какой-то роман, а именно серьезные настоящие чувства, уже женщины, которая станет вашей новой королевой. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и всем пока!